Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас вторая мамина рука, и эту руку мы таки решили попилить, потому что в технике бензопила, как мы выяснили, мне работать совершенно не нравится. Ну, не нравятся мне те ногти, которые получаются слишком они округлые, слишком они со всех сторон кругленькие и оплывшие, и вообще, в общем, не люблю я бензопильные ногти, поэтому будем все-таки пилить. Если кто-то не понимает, о чем я сейчас разговариваю, вернитесь, посмотрите первую руку, я там как раз все это объясняла. А для того, чтобы вам было проще найти этот урок, он был опубликован вчера, то есть нужно зайти просто на мой канал и найти вчерашний ролик. Итак, опилили ноготки, переходим к покрытию, и это один из моих любимых оттенков Blue Sky золото, мы с вами с ним не раз уже работали, ссылочку на него оставлю в описании. Покрываем в два слоя, потому что гель-лак с шиммером и шиммерные гель-лаки обычно в 90% все двухслойники, потому что они не очень плотные, если бы были слишком плотные, то не блестели бы блестки в них. Ага, вот вам и номерочек гель-лака, чтобы вы были в курсе. Ссылочку в магазине оставлю, а номер вы найдете уже самостоятельно. Итак, напоминаю, мы были во времени очень сильно ограничены, времени было мало, поэтому решено было сделать ногти без опила, но вторую руку, как вы поняли, мы уже пилили. И, соответственно, в качестве самого быстрого дизайна был выбран стемпинг. Но, как показала практика, стемпинг не такой уж и быстрый дизайн, потому что стемпинг в чистом виде мне совершенно категорически не нравится. Тем не менее, в магазине появилась краска для стемпинга, которая замечательно справляется со своими обязанностями. Даже несмотря на то, что в чистом виде стемпинг мне не нравится, он имеет право на существование, и очень многие мастера его действительно очень красиво отыгрывают. Я, к сожалению, так не умею, потому что это с моим минимализмом не очень совместимо. Тот, кто смотрит мой канал постоянно, знает, что в моем случае название минимализм и ощущение от минимализма выглядит совершенно иначе, чем у всех, потому что слишком мало я не могу сделать, мне вообще смотрится некрасиво. Поэтому минималистичный стемпинг в чистом виде мое восприятие никоим образом не понимает. Итак, что же мы решили здесь сделать? Мы покрыли ноготочки, я отпечатала стемпингом цветочки и решила их немножечко разукрасить. На самом деле времени все это заняло очень мало, и мы управились довольно быстро. Единственное, что на среднем пальчике я немножечко скосила при отпечатывании штампа. Совсем чуть-чуть уехала в бок, но уже не стали перетирать, потому что было некогда. Итак, мы отпечатали дизайн, перекрыли ноготочки финишем и поверх финишного покрытия разукрашиваем наши цветы. Разукрашивать будем при помощи гель-лаков и гель-красок, и в дальнейшем перекроем наши ноготки еще раз финишным покрытием.
Зачем я сделала два слоя топа? Для того, чтобы подчеркнуть объемность цветочков. Мне показалось, что если я подмалевок перекрою и дальше его прорисую поверх финиша, будет более объемно смотреться. В принципе, оно так и получилось. Итак, разукрашиваем наши цветочки подобранными оттенками цветов. В данном случае мы коралловым цветом набираем цветочек и потом светлым оттенком расставляем блики по краюшкам лепестков. В принципе, на этом дизайн готов, и вот в таком разукрашенном виде этот дизайн мне уже довольно-таки симпатично смотрится. Но я никоим образом не говорю, что нужно сделать только так и никак иначе. Допустим, возможно, этот цветок очень хорошо смотрелся бы на каком-то пятнистом фоне, просто в неразукрашенном виде. Или еще какие-то варианты, которые вы можете сюда придумать. Затереть этот цветочек пигментами или втирками. То есть вариантов работы со стемпингом очень много, и краска это для стемпинга, эти все варианты позволяет с собой сделать. Мы же решили в этот раз сработать в таком виде и, в принципе, остались довольны. Кстати, оба эти цветочка я отпечатала с одного раза. То есть я один раз с пластины забрала цветок и отпечатала его на двух ноготках. Получилось довольно-таки симпатично. И опять же сэкономила очень много времени на том, чтобы опять наносить на пластину гель-краску, ее убирать, переносить на подушечку и потом на пальчик. Далее добавляем нашим цветочкам листиков, кое-какие геометрические линии, принимаем за листья и закрашиваем их зеленым цветом. Вот у нас получается листва у нашей розы. Получается довольно-таки ярко и интересно. И, как я говорила, по краешкам лепестков набрасываем какие-то более светлые участки. Выбликовываем края лепестков, это добавляет нашему цветочку объемности.
Итак, вот такой дизайн ногтей у нас сегодня получился. К сожалению, мы не успели все-таки снять итоговую заставку для нашей работы, поэтому заходите ко мне в Инстаграм, там есть фотография. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!